В предыдущем ролике я рассказала вам о самых известных супермаркетах в Батуми. Но также есть и другие магазины, которые не на слуху или которые недавно открыты и менее популярны. Но, тем не менее, эти магазины также очень хороши. В последнее время мы все чаще закупаемся именно в этих магазинах. Итак, приступаем к обзору. Первый магазин в нашем обзоре – это Elite Market. Расположен напротив Музея искусств в современном красивом доме в центре Батуми. Небольшой магазин, где можно купить продукты, бытовую химию, воду и так далее. Мы заходим обычно в него купить фьюза или лимонад, или просто воды, опять же, когда идем на занятия по пианино. Фишка этого магазина – удобное расположение, то есть центр Батуми. Для отдыхающих это очень удобно. Вообще в Грузии в магазинах представлено много известной нам продукции, бренды. Поэтому если вы забыли купить свой любимый шампунь или мыло, или порошок стиральный, то в Грузии вы это все найдете. Следующий магазин – Daily. Информации в интернете об этом магазине мало, но есть страничка на LinkedIn. Прописан здесь сайт, но если мы открываем ссылку, то он не рабочий. Если мы переведем текст о компании, то увидим, что компания основана в 2013 году. Первые магазины были в Кутаиси. В настоящее время 11 филиалов в Кутаиси и 1 в Застафоне. Но эта информация, наверное, устаревшая, поскольку в Батуми уже есть такой магазин. И сейчас мы по нему прогуляемся. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, I can take it on. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, I can take it on.
Вот такой достаточно большой продовольственный магазин находится на улице Иносаридзе, практически недалеко от Вилмарта, на противоположной стороне дороги. Мы были в первой половине дня, посетителей практически не было. Очень много воды, напитков, лимонадов. В принципе, для закупки этот магазин также подойдет. Следующий магазин, с которым мы познакомимся, это Ори на Биджи. Сайт у компании есть. Сеть супермаркетов «Два шага». Открылась в 2010 году. Если верить информации на сайте, то в Батуми 2 магазина, но на карте Гугла он также находит 2 магазина по улице Гаргиладзе 3 и Диметротов Дедебули. Заметьте, что пишет 2 и потом на грузинском, или 2 на Биджи. На Яндексе находит вот с такими названиями. Вот первый и вот второй, возле цирка. Но этих магазинов не 2, а несколько больше. На сайте магазина их 6. Предлагаю прогуляться по магазину, который находится возле цирка. Следующий магазин в нашем списке это Агрохаб. Очень классный магазин, который находится по адресу Ивана Джавахишвили, 64. Вот здесь. К сожалению, сайт не работает. Но есть страничка на Фейсбуке. Вот она. И в информации можно узнать часы работы с 9 до 22. Также есть этот магазин и в Тбилиси. Сам по себе магазин по размеру практически как Carrefour. Очень красиво все разложено. Можно купить фермерскую продукцию, а также кулинарию и полуфабрикаты. Готовая кулинария. Первое блюдо, вторые блюда, выпечка. Большой выбор свежей рыбки. На месте рыбу чистят. Есть тунец и другая рыба. Очень хороший магазин, рекомендую к закупкам. Здесь можно основательно закупиться или купить товары первой необходимости. В здании магазина есть аптека, магазин алкогольных напитков и кафе со столиками, где можно купить продукцию из кулинарии Агрохаба. Оплачивать покупки можно наличными и картой. Есть шкафы для хранения вещей и пакеты платные. Следующий магазин, который также рекомендую для закупок,
это бонус. Официального сайта я не нашла в интернете этого магазина, но есть страница на Фейсбуке в разделе «Информация». Можно ознакомиться с информацией о компании. Значит, бонус – это сеть супермаркетов. В Батуми, если верить информации на этой странице, то в Батуми их 3 штуки. И один в Чакве, и еще один в поселке Ахалсапели. В этом ролике мы с вами прогуляемся по магазину на улице Лермонтова. На карте Google Лермонтова 105 находит вот здесь. Яндекс.Карта отображает более точно информацию. Для ориентира напротив, вот этот, по-моему, дом 90-й, это Батумская мэрия. Но опять же, нужно уточнять, что Батумская мэрия на улице Лермонтова, потому что есть еще одна мэрия. Магазин с хорошим набором продуктов. Здесь можно закупиться основательно на долгий срок. Мы здесь закупали курицу замороженную, очень хорошего качества, жарили просто супер, очень вкусно. Также можно закупить и бытовую химию, и даже посуду, сладости. И давайте его посмотрим.
Следующий магазин, который очень похож по формату, по размеру, по качеству на бонус, это Назилбе. Сайт Назилбе.G. Есть также страница Facebook. У нас написано, что это сеть супермаркетов во всей Аджарии. Что еще интересно, что компания имеет собственное производство салатов, мясных изделий, кондитерских изделий, 6 видов хлеба и пирожков. Количество супермаркетов 10 штук и 2 аптеки даже есть. Мы отоваривались в 2 магазинах по улице Леонидзе, 8. Это считается самый большой в Батуми, Назилбе. И второй магазин находится на улице Гоголя, 13. На карте Google не совсем точное отображение, то есть Гоголя 13 он находит вот здесь, а магазин находится вот здесь. Если посмотрим на Яндексе, то здесь все в порядке. Он нашел Гоголя 13 и все верно указал. Вот Назилбе. Я всегда пользуюсь 2 картами, потому что многих домов, мест не обозначено на картах. График работы с 9 до 12. По Леонидзе 8. Работает магазин круглосуточно. Теперь предлагаю ознакомиться с магазином по адресу Леонидзе 8. Предлагаю также ознакомиться с магазином на Гоголя 13.
Овощной отдел, как правило, находится не в самом магазине, а рядом, вот в таких палатках, киосках, где можно выбрать фрукты и овощи. Следующий магазин – это Биллион. Это тоже сеть, их несколько штук, но, к сожалению, информацию в интернете об этом магазине и компании не нашла. Магазин, который я вам сейчас показываю, находится по адресу Петра Мелихишвили, 83. На Яндексе все замечательно показало, все обнаружилось, а на Гугле не совсем понятно, куда меня Google завел. Вот. Итак, прогуляемся по магазину. Где все магазины Биллиона? Да. Наши есть на трассе аэропорта Так, и Хелвачаури. Хелвачаури, вот этот. Это какой адрес? Мелихишвили 83. Вот, и на Пушкина 13. Да. В принципе, похож также на Бонус и на Зилбе, только размером поменьше. Магазин Магнити. Магнит. Магнити – это сеть супермаркетов по всей Грузии. 208 филиалов. Как видим, на карте Гугла Магнит есть. Я ввела его на грузинском языке и нашла 4 магазина, но их больше. Это я уже точно знаю, потому что не только в этих местах я их видела. На Яндексе я вообще без понятия, как искать этот супермаркет. Вот. Если вы увидели вот такой вот логотип, это значит, что вы находитесь рядом с супермаркетом Магнит. Это очень маленькие крошечные магазинчики, опять же, со стандартным набором отделов: мясо, хлеб, молочка, бытовая химия немножко есть. Магазин, который я вам показываю, находится по адресу Царя Парнаваза, 85.
Вот он на Гугле и вот он на Яндексе. Следующий магазин, который мы рассмотрим, и последний в этом ролике, это Foodmart. Сайт foodmart.g. Основана компания в 2013 году. На сайте указаны филиалы всех магазинов. На картах очень сложно найти этот магазин. Я вижу только вот два фудмарта возле цирка, которые я вам сейчас покажу, и которые вот рядышком, недалеко, в центре Батуми. Другие фудмарты он почему-то не находит. Адрес тоже не выдает. Очень странно. То же самое и с Яндексом. Яндекс вообще отказывается что-либо искать. Вот на русском он нашел, но в Казахстане. Ну, в общем, очень странно все это, но этот магазин существует, и мы сейчас по нему прогуляемся. В этом магазине можно купить продукцию Никоры. Вот такие колбаски мы тоже покупали. Наконец-то! Ребята, наконец я доделала обзор супермаркетов города Батуми. Я очень этому рада, потому что я очень устала собирать информацию, ездить, снимать, монтировать. Это при том, что я не делаю каких-то суперэффектов, все очень так просто. Вот, и при этом я вообще выжата. Мне не хочется никакого сейчас шопинга и супермаркетов, но тем не менее я очень старалась для вас сделать более полный список именно магазинов, которые не только на слуху ходовые, типа Карфура или Вилмарта или Никоры, но и осветить те магазины, которые менее, так сказать, туристические, да, вот. Если у вас появились вопросы, буду очень им рада, а также, если у вас есть интерес к какому-либо продукту, есть ли этот продукт в магазинах или нету, то, пожалуйста, задавайте эти вопросы, буду очень рада вам ответить. Если вы досмотрели этот ролик до конца, спасибо вам большое, и я пошла отдыхать.